Доброго дня, дамы и господа, уважаемые коллеги, трейдеры. Четверг, 8 декабря. Приветствую всех на ежедневных обзорах рынка криптовалют. Предлагаю подписаться на все мои информационные источники, YouTube канал, Telegram канал, ссылки все будут в описании. Давайте рассмотрим текущую рыночную картину для того, чтобы понять, какие решения мы с вами можем принимать и где мы будем искать с вами именно те точки входа в начале тренда, которые нам могут дать максимальную прибыль. Мы видим с вами мировую картину финансовых активов. Видно, что многие классы активов торгуются в отрицательной зоне. Все это, конечно, оказывает влияние на индекс доллара. Индекс доллара, в свою очередь, оказывает влияние на рынок криптовалют, как бы это странно не звучало. Давайте посмотрим, что нас сегодня может ожидать. Во-первых, по экономическому календарю в 16:30 ожидается важная новость по американскому рынку. Да, у нас публикуется количество заявок на получение пособий по безработице. Это в моменте, конечно, может оказывать влияние на индекс доллара. Но, соответственно, мы можем получить с вами какую-то определенную волатильность на рынке криптовалют. Мы с вами видим, что пока прогноз у нас выше прошлого месяца. Соответственно, будем смотреть по факту, куда понесет течение рынок. Ну, соответственно, в каких бы вы позициях не находились, защищайте их стопами. Значит, перед вашими глазами индекс доллара США. То есть, значит, нисходящее движение остановилось на отметке 104 пунктов. Сейчас это является нашей пока ключевой поддержкой. Вверху сопротивления 114 пунктов. Безусловно, эта неделя низковолатильная получается на рынке. Основные новости нас ожидают в среду 14 ноября, извините, 14 декабря, когда Федеральная резервная система объявит новый размер процентных ставок по рынку. Соответственно, волатильность появится большая, и мы с вами будем участниками этой новости. Значит, что происходит в моменте у нас с фьючерсами американскими? Они торгуются пока в плюсовой динамике, но все находятся фактически у своих сопротивлений. Значит, S&P 500 идет по волне Вульфа в нисходящем направлении. Значит, низ этой конструкции $3500. И в принципе мы с вами эти отметки можем скоро увидеть. Сейчас мы стоим пока на поддержке, но опять-таки надо понимать, что это вопрос времени. Долго ли мы будем там стоять, хватит ли силы покупателей держать цену и хватит ли силы продавцов толкать ее ниже. Будем смотреть и принимать какие-то торговые решения. Что в моменте у нас с доминацией биткоина? Она немножко снижается, но в целом она идет по той разметке, которую я давал на прошлой неделе. У нас сформирован самый четкий паттерн двойное дно. Следующее сопротивление ключевое находится на отметке 41%. Соответственно, биткоин в моменте вытягивает свободную ликвидность из альткоинов, и мы с вами это видим на графиках практически каждой монеты, что мы снижаемся. Доминация USDT в боковом движении, да, никакой динамики особо не показывает. Ну, соответственно, мы с вами видим, что мы уже который день стоим практически на одинаковых отметках, да, что на биткоине, что на альткоинах. Вот, если мы с вами посмотрим на биткоин, ну, собственно говоря, вот как доминация себя ведет, так мы с вами и пляшем в этой зоне. По большому счету у нас уже скоро как месяц будет длительный боковик, да. Сейчас мы сформировали начальный диагональник, да, со своей четкой пятиволновой структурой, выпали из этой структуры и сейчас формируем коррекцию. Да, у нас удержал уровень 38% по Фибоначчи, но нормальная здоровая коррекция. И основной зоной интереса является зона 50-60% по тем же уровням Фибоначчи. Соответственно, то, что мы видим сейчас, опять-таки, если мы переключимся на короткий таймфрейм, пытаются снять стопы в данной ситуации лонгистов, здесь могут пройти шортистов, ну и дальше, образовывая некое боковое движение, могут уйти в эту зону. Это может быть достаточно быстрый какой-то сквиз с быстрым откупом, и в этом смысле я предлагаю вам посмотреть на те стаканы заявок покупателей и продавцов, которые мы видим в моменте. Значит, что мы видим основное? Во-первых, у нас поддержка начинается 16750 и уходит вплоть до 16500 долларов, что в принципе подтверждает эту же теорию.
По бирже Binance мы с вами видим, ну, достаточно большую, да, блоков ордеров. Вот из них пока маячит самый крупный на 190 монет на отметке 16 800 долларов. И такой же крупный идет на 16 500 долларов. Я думаю, что эта зона, она будет останавливающей, если мы туда дойдем. То есть это будет какое-то быстрое импульсное движение, так как это было вчера, когда мы свалились туда и быстро нас откупили. Ну, соответственно, нечто подобное я жду. И сегодня я жду тест этой зоны. Ну, сегодня это случится, ночью или завтра, это уже не столь важно. Но в целом я, в принципе, ожидаю какое-то еще коррекционное движение вниз с дальнейшим поступательным ростом. Если мы с вами не удержим эту зону, 61 зону по FIBA, и уходим ниже этой зоны, начинаем закрепляться здесь телами свечей, соответственно, следующая зона, которая будет интересовать, это зона 15 800 долларов. Но с учетом того, что мы уже топчемся у этих отметок достаточно долго, почти месяц, есть большие шансы увидеть дальнейшее снижение вниз, и уровни, которые нас могут остановить, это уровни где-то, ну, в районе 14,5 тысяч долларов, да, та же FIBA, только обратная. Ну, вот где-то здесь можно будет ожидать биткоин, если мы не удержим зону 16200. Пока приоритетно рассматривать локально восходящее направление по битку, и эта зона является интересной зоной для покупок. Но опять-таки, если мы не удержим эту зону и будем спускаться ниже и закрепляться там телами свечей, то есть большие шансы уходить ниже. Тем более в преддверии, опять-таки, повышения процентных ставок. Ну, рынок могут держать в этом боковом движении. И основная развязка наступит, конечно, на следующей неделе. Давайте посмотрим график эфира. В принципе, эфир дает обратное движение. Сначала снимают стопы шортистов. За лонгистами еще мы не сходили. Вот за этой зоной. Ну, в целом все равно нету сил у покупателей толкать цену выше. Основная зона интереса по эфиру это 1200-1160. Более низкие зоны это 1100, 1100 плюс-минус 50 долларов. Значит, зона 1200-1160 это зона 50-60% по FIBA. Ну, соответственно, туда мы можем ожидать основное движение. Собственно говоря, больше-то рассматривать нечего. Пока идет боковое движение, ловить тут сейчас какие-то микро скальперские движения в виде лонгов или шортов я бы не стал. Надо смотреть за развитием полноценной динамики, ну и дальше уже принимать какие-то торговые решения. По каким-то другим альтам, ну, смысла нет тоже сейчас ничего рассматривать, потому что в принципе все плюс-минус, ну, что-то точечно растет, так как это было вчера и сегодня даже, по-моему, по монете EOS. Сейчас мы найдем. Гамма продолжает снижение. Dydex снижается. Мы сейчас пришли на поддержку, которая, ну, удержит, не удержит. Будем смотреть в моменте, что с ним происходит. Где-то мой EOS, не могу его найти. EOS получил восходящий импульс вчера. Ну, понятно, что в основных ключевых событиях то, что мы с вами видим по биткоину и эфиру, локально сейчас присматривать какие-то лонговые сетапы по каким-то другим монетам я бы просто не стал. Потому что если какой-то зародится импульс на биткоине, соответственно, весь рынок пойдет вслед за ним. И тогда уже можно будет понять то направление движения, которое выбрал основной игрок. Поэтому, ну, предлагаю дальше общение мы продолжим в рамках телеграм-канала. Если какие-то интересные монеты или какие-то сетапы или новости, все будет рассмотрено там. Поэтому всем хорошего дня, всем удачи, всем профита, всем пока.